Ребятишки, привет! Пришел я с работы, голодный как собака. Голодный – это хорошо, теперь нужно подкрепиться. Что я решил приготовить? У меня есть утиное копыто, уже готовое, и есть коренья. Вот из этих кореньев я сейчас что-нибудь и приготовлю. Значит, у меня морковь, картофель, батат, фиолетовый, репка, батат, оранжевый и корень сельдерея. Говорят, очень дефицитный продукт. Для начала все очищу, а потом покажу дальше. Фиолетовый батат отдельно чистим, иначе он все окрасит. Можете надеть перчатки, если хотите. Подготовка у меня заняла буквально 5 минут. Теперь я приступаю. Фиолетовый батат будем резать в самом конце. Я еще нашел в холодильнике у себя фенхель. Просто он один у меня заскучал, поэтому присоединится к основной массе. Режем на крупные фрагменты. Кочерышку удаляем. Можно еще раз пополам порезать. И еще раз. Все готово. Отправляю все это в миску. Возьмите миску такую побольше, чтобы можно было свободно мешать. Так, репку. Репку мы делаем вот так. В общей сложности на 8 частей. Морковь. Идет и так. Картофель. Ну, картофель на 6 частей. Так вы знаете, как это картофель по-деревенски, типа того. И не нужно делать с этих овощей докторскую диссертацию. Порезали, цак-цак-цак, готово. Не нужно каждую целовать и давать имя. Готов. Теперь батат. Батат, ну давайте батат на 3 части. Батат вообще готовится быстро, поэтому мы его немного крупнее оставляем. Ну и сельдерей, корешочек. Готово. Так, вот так выглядят мои овощи. Добавляю прибалтийский чеснокявичус, просто чеснок, розмарин, тимьян, масло растительное, оливковое по желанию. Я обычно мешаю, я добавляю и оливковое, и простое, чтобы не горчило. Черного перца. Сол-фасол с мягким знаком, вилка-тарелька без мягкого знака и немного копченой паприки. Вы смотрите, какие специи у вас есть в доме, это вы уже подбираете сами. Тут я вам не могу особо подсказать. Смотрите, что делаю я. Ну вот нашел еще какую-то итальянскую приправу, которая должна использоваться. Готово. Готово, пока не перемешиваю. Теперь сиреневый батат. Но он руки вот красит. Но у меня, слава богу, с горячей водой все в порядке, поэтому я помою. Нет проблем. Так, теперь я все это безобразие перемешиваю. Выкладываю на противень. Вы знаете, я всегда выстилаю фольгой, и я не боюсь отравиться, тоже там осядет свинец, олово, алюминий. Мне на это, значит, совершенно по барабану. Довожу до кондиции батат. Здесь просто немножко маслечко. Перемешал. Так, мяса здесь уже совсем мало. Просто его распределю так по сторонам. Я его специально не перемешиваю со всеми овощами вместе, потому что он будет окрашивать и картофель, и репку, и фенхель. Да все, что светлое, он все окрасит. Так, все. Это у меня теперь все готово. И теперь я вот эту всю красоту отправляю в духовку. Ну, у меня мини-духовка. Мне понадобится примерно для начала полчасика 210 градусов вверх-вниз. Да, касаемо специй, вы можете прекрасно добавить сюда прованских трав. Отлично подойдут. Можете работать с карри. Куркума это не мое. Если кто любит, полный вперед. И в духовку. Ну вот, в общей сложности, ребятишки, мне понадобилось 50 минут. Проверяем овощи. Готово, готово. Так, что самое у нас? Сельдерей тоже готов. Я сам переживал за фенхель. Нет, фенхель приготовился прекрасно. Все овощи готовы. Ну и сделаю подачу, так как собираюсь ужинать. Так, немного брусничного соуса для утя. Ну и по овощам всего всякого разного. Всего по чуть-чуть. Чеснок я не буду. Чеснок я уже такой не люблю. А жена любит. Так, бабка за детку, детка за репку. Ну и батат я еще не докинул. Вот он, красавец. Все этого мне будет достаточно. Еще соус немного сверху. Вот
Такие вот дела, ребятишки. В принципе, очень простое приготовление. Ничего такого сверхъестественного нет. Самое такое, знаете, осеннее, зимнее блюдо. Его даже можно есть без мяса. То есть вот к этой всей красоте приготовить творожок, добавить немного туда специй, зелени, немного 30% сметанки, размешать, немного чесночку, натереть. Красота, будет очень вкусно. На этом все. До следующего видео.